Всем привет, меня зовут Анастасия, я представляю агентство недвижимости Нора Гаари Минкуль. Сегодня мы встретились с Гульмирой, она из Казахстана, так же как и я, приехала в Мерсин из Анталии. Хочу узнать, чем она занимается в Турции, когда она приехала, как ей вообще Турция и как она вообще попала к нам в Мерсин, какими судьбами, путями ее сюда занесло, с Анталии. Всем привет! Как Настя уже сказала, я из Казахстана, я родом из города Актау. Мы, в принципе, там недалеко находимся, она из Атырау, я Актау. И моей мечтой с 2017 года был именно переезд в Турцию. Но для себя я выбрала город Аланию. Мы относимся именно к анталийскому региону. Город небольшой, и вот уже 2 года я живу именно в Алании. Но как-то раз так получилось, что я приехала сюда со знакомым человеком посмотреть, что за город Мерсин. Честно вам скажу, мне очень понравился город, я поняла, что он большой, здесь постоянно кипит жизнь, и так как у меня 3 детей, я поняла, что здесь возможностей именно для детей гораздо больше, чем у нас в Алании. Потому что, скажем так, в Алании у нас всего 1 торговый центр, а здесь для детей, допустим, тут есть и форум, и Сая-парк, и кинотеатры работают, а мы любители ходить в кино. А чем ты занимаешься вообще в Алании? В Алании я живу, я рассказываю про переезд в Турцию, я блогер. В принципе, что еще? Онлайн-бизнес веду, и у меня именно недвижимостью я через онлайн работаю. Практически почти мы с тобой коллеги. Да. Тем более, получается, тебе эта тема близка. Ты знаешь цены Алании, Анталии и знаешь теперь Мерсин. Почему, например, с какой целью ты планируешь здесь, например, жить или же просто заниматься недвижимостью? Вообще, какая твоя цель приезда в Мерсин и, возможно, когда-то переезд? Если, конечно, это есть план. Ты угадала мои планы, потому что я, наверное, уже как год задумываюсь о том, чтобы переехать сюда в Мерсин. Объясню почему. Просто очень много людей, так как я веду Инстаграм, веду Ютуб, у меня много людей начинают спрашивать именно про Мерсин, что за город, расскажите, покажите. Я говорю, ребят, подождите, все скоро будет. И получается, я выясняю, что здесь цены на недвижимость намного доступнее для наших казахстанцев. Так как, в принципе, рынок недвижимости, он сильно отличается в Алании и в Мерсине, и для наших казахов, конечно, выгоднее покупать недвижимость здесь. С этой целью, в принципе, я и начала изучение рынка Мерсина и поняла, что, в принципе, разницы нет между Аланией и Мерсином в плане жизни. То есть здесь такое же море, здесь такие же овощи, фрукты, лимон, клубника, как у нас в Алании круглый год. Но цена дешевле. Цена дешевле. Казахстанцы, в принципе, удивляются, что жизнь в Алании обходится дешевле, чем у нас в Казахстане, потому что, я же говорю, всегда в пример привожу, на колхозном рынке я закупаюсь на 5000 тенге целую тележку фруктов и овощей. У наших такие глаза, а тут я понимаю, что это будет гораздо дешевле. Когда я перееду, я думаю, что когда решу вопрос в Алании, потому что дети сейчас у меня учатся в Алании, и чтобы не было такого, что я их там посреди года, наверное, выдергиваю со школы, конечно. Скорее всего, мы доучимся там этот год уже и потом переберемся сюда. А что касается твоих детей, вы живете в Алании. Наши подписчики постоянно всегда спрашивают, а есть ли здесь русская школа? В какой школе учатся твои дети и в какой они учились ранее? Мои дети изначально учились в русской школе, мы жили в Караганде в последнее время, потом мы перевелись в московскую школу, учились онлайн, как раз начался карантин, в принципе все обучались онлайн, но я поняла, что онлайн обучение это не обучение вовсе. Почему? Потому что у детей нет общения, у детей нет дисциплины, потому что заниматься онлайн-обучением это обязательно должна быть дисциплина. Конечно. И через знакомых мне подсказали одну школу. Сейчас дети посещают частную турецкую школу, ходят, приезжает сервис. Я вообще
прям кайфую, скажем так, от сервиса местного, потому что в каждой школе, в любой абсолютно в Турции, есть сервис. Ну и вот мне очень нравится, что в любой школе может приехать сервис, и вашего ребенка заберут утром, привезут после обеда, и в принципе я свободна, мне не нужно будет ездить туда-сюда, вот, поэтому да, мне нравится еще отношение учителей к самим ученикам, то есть намного отличается. А как дети вообще к турецкому там? К турецкому, да, потихонечку привыкают. То есть изначально ни один ребенок вообще не знал турецкого языка. Мы специально пошли на дополнительные курсы по турецкому языку. Вот онлайн занимаются дети, и они начали подтягивать этот турецкий язык. Я думала, что у меня, так как сын самый младший, я думала, что он быстрее схватит. Оказалось, что нет. Оказалось, что вот дочери, которой 13, она быстрее начала схватывать язык, она быстрее начала общаться с детьми на турецком языке. Вот. Ну, а сын, я думаю, просто, ну, пока ленится, может быть. Ну, вот он ходит. Бывает. Да, он ходит в школу, он, в принципе, понимает, но пока выразить что-то вот словами он пока не может нормально. Вот, Гульмир, смотри, ты, в принципе, живешь рядом с Анталией, в Алании. Почему ты выбрала именно Мерсин, тот город, о котором практически никто не знает? Некоторые даже меня иногда спрашивают, что Мерсин, а что это за деревня такая? А где она находится? А сколько километров от Стамбула? Вот так вот. Почему ты именно Мерсин выбрала, а не Анталию, как крупный город, например, между двумя крупными городами? Скажу так, что я вообще такой человек, который выбирает место жительства по тому, как легло на душу. В Анталии я была несколько раз, но Анталия мне совсем не зашла, она мне не нравится именно как город. С чем это связано? Там пробки постоянные. Город гораздо больше, чем Мерсин, город гораздо больше, чем Алания, это понятно, да? Но там еще нет доступа к морю, то есть не везде есть море, скажем так. А я любитель все-таки вот набережной, чтобы город был вдоль моря. И поэтому, когда я приехала в Мерсин, первым делом, что я увидела, это огромную набережную, которая, кстати, мне очень понравилась. И я знаю, что вдоль этой набережной люди всегда катаются на велосипедах, гуляют там. Вот очень понравилась набережная. Это первое, что бросилось в глаза. Ну и, конечно, то, что здесь, как я сказала, город находится вдоль моря. То есть, как бы далеко ты там ни жил, у тебя все равно есть возможность спуститься к морю. Ну, да. В Анталии такого нет. То есть нужно ехать до моря, допустим, в некоторых районах море находится очень далеко. Ну, у нас, в принципе, так и есть. Самые дальние, вот, например, грубо говоря, взять вот университетская наша улица, она считается самая дальняя от моря. Но мы сейчас находимся практически возле университета, и тут от нашего, грубо говоря, офиса до моря максимум 1,5 километра. Это самое дальнее. Есть еще чуть-чуть дальше, но все равно 2,5 километра это самое максимальное расстояние в городе, чтобы дойти, там пешком можно прогуляться. Ну, полчаса, и вот, грубо говоря, ты на море. Да, пешочком. Да. На автобусе, в принципе, 5 минут. Поэтому я и люблю Мерсин, честно могу сказать, что я его уже люблю. А еще мне нравится, что здесь восход со стороны солнца. То есть я никогда не видела восход со стороны солнца, и когда в первый раз я это увидела, я была прям в восхищении. Это как? Может, я чего-то не замечала? Солнце встает со стороны моря и закатывается прям за горы. Да. Вот, у нас в Алании наоборот, солнце встает за горами, а закат у нас в море получается, да. Все. Поэтому для меня было это удивительно, я никогда такого не видела, и, конечно, это сыграло тоже свою роль. То есть для меня, как вот ты спросила, да, почему, для меня имеет значение именно вот легло у меня тут на сердце или нет. И я поняла, что Мерсин, да, это тот город, который мне действительно нравится. Но изначально, я тебе скажу, был такой стереотип, что это деревня. Да. Потому что я слышала, что это не такой город, это тут нет туристов, там одни турки живут, зачем тебе это надо? Но теперь я понимаю, что совсем нет, здесь не совсем турки живут. Есть и из Казахстана люди, и из России, очень много наших людей. И также, в принципе, есть районы, где живут наши СНГшные люди. Ну да, район ТЭДЖ. Район ТЭДЖ, да, да. Вот, хотела бы последний вопрос задать. Видишь ли ты будущее, в принципе, в Мерсине? Да. То есть для меня этот город на самом деле очень перспективный. Не только свое, да, а вот вообще чисто развиваться тут по бизнесу. Есть ли сейчас пик, или до пика недвижимости еще очень-очень далеко,
и так далее. Какое есть здесь будущее, и есть ли будущее у этого города в иностранцах? Да, однозначно, да, объясню почему. Потому что когда год назад я только-только начала изучать рынок Мерсина, многие меня отговаривали и говорили: зачем ты туда едешь? Это не тот город, который вот перспективный, он совсем бесперспективный город, туда не надо ехать. И в итоге я узнаю, что многие тоже сюда начинают перебираться, начинают сюда переезжать, покупать здесь квартиры. Я лично была на встрече вот с мэром Мезетли, где он сказал, что в ближайшее время мы обязательно будем развивать набережную ТДЖ, в ближайшее время у нас построится аэропорт, в ближайшее время город будет намного круче, чем он есть сейчас. И даже Эрдоган, насколько я знаю, приезжал сюда в Мерсин, да, тоже обещал. Да, обещал вливать сюда деньги, потому что город будет расти. На самом деле здесь есть и морпорт, и промышленность, и магазины, очень-очень-очень много чего на самом деле для развития. И да, я вижу себя здесь. То есть пожила немножко в Алании, вот поняла, что в принципе это круто, это был такой вот мой адаптационный период. Теперь пришло время, наверное, менять что-то в своей жизни, и вот для этого я рассматриваю Мерсин. Ну ты молодец. Спасибо. Вот серьезно, приехала в Турцию с детьми, одна, никого нет за спиной. Ты вообще, вот честное слово, вот ты супер. Спасибо. У нас девочка тоже Айшат, она тоже так же, она вообще, я ей поклоняюсь, вот клянусь. Я ей говорю: Айшатка, ты вообще суперская девчонка. Она приехала сюда, вот я рассказываю, мне мурашки идут, серьезно, не вру. Она приехала сюда, ты сама прекрасно знаешь. Вообще с чемоданчиком, с ребенком, и такая деловая, я буду жить в Турции. Но девочка очень хорошая, она вообще супер, я очень рада, что она попала в наш коллектив. Тоже девочка из Казахстана, тоже из Запада. Мы тут, видимо, в офисе все западные собираемся. Запад рулит. Да. Вот. И как бы, видимо, у нас вот есть такое в нас сюда манит. Да, ну западные они такие, они рулят. Отмороженные. Да. Вот. Но, в принципе, большое спасибо. Я думаю, что моим подписчикам будет очень полезно послушать то, что ты рассказала, Спасибо. твое мнение о городе, вообще, что нас ожидает, как ты думаешь. Грубо говоря, как вообще ты сюда приехала, как ты нас нашла и так далее. Спасибо тебе Большое за интервью, спасибо. спасибо за такую возможность. Вот, ну, а вам желаю процветания и побольше клиентов. Большое спасибо. Спасибо. Ну вот и все. В принципе, мы с Гульмирой поговорили. Я думаю, что для вас будет ее интервью очень полезным, так как многие думают переехать в Мерсин или в Анталию, или в Аланию. Все зависит от того, чего вы хотите сами. Если вы хотите жить, грубо говоря, приезжать в Турцию просто на отдых летом, конечно, вам больше всего подойдет Алания. Если вы хотите переезжать полностью в Турцию со всей семьей, делать какой-то бизнес, чтобы ваши дети ходили в хорошие школы, в хорошие университеты, конечно, это или же Анталия, или же Мерсин, потому что это два больших крупных города. Но тут уже встает второй вопрос: а позволяет ли нам всем бюджет? Кому позволяют, конечно, они едут в Анталию. Кому не позволяют, они едут в Мерсин. Но это не навсегда так, потому что Мерсин – это сейчас, на сегодняшний день, один из самых развивающих городов Турции. Сейчас очень много вливают сюда бюджета, чтобы этот город расцветал и стал больше и лучше, чтобы сюда поехали туристы. Мы все прекрасно знаем, что строить самый большой в Турции аэропорт после Стамбула, вот честно, зачем в Мерсине, о котором никто практически не знает, и вливать столько денег в этот город один? И государство Турции сделает многое, чтобы о Мерсине узнали все и поехали сюда. И дай бог сделают здесь и такую же туристическую зону. Конечно, в самом центре города туристической зоны не будет. Туристическая зона будет за городом, там, где у нас есть потрясающие пляжи. Там они быстренько все расчистят, почистят и сделают самые лучшие пляжи Турции. Они, в принципе, сейчас самые лучшие. Сделают еще лучше. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. С вами была Гульмира и агентство Нора Гари Минкуль. До скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока.